Здравствуй, мой дорогой зритель! Это горячее включение по причине того, что на носу у нас 25-летие Counter-Strike. Так ко всему прочему, информацию, которую я придержал для особых роликов, начала потихонечку всплывать. Поэтому в данном ролике я солью огромную пачку утечек, связанные с будущими обновлениями. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Хочешь продуктивно начать лето, то самое время испытать удачу и выбить классные скины на Hellstore, играя против реальных людей. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше положишь, тем выше шанс выигрыша. Или же Coin-Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбираешь значение и ждешь победного прокрута. И конечно же Краш, которым ставишь значение, и если линия ее прошла, то ты в шоколаде. Ну а если вдруг тебе не понравился выбитый скин, то всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. Ну а при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Так что не теряй времени и заходи по ссылке в описании. Ну что же, 23 мая произошло историческое обновление в CS2, которое принесло нам немеренное количество утечек. Хотя само по себе обновление не особо много приносило в саму игру. Зато случилось то, что я ждал целый месяц. Это обновление функционала самого движка игры, о чем я вам говорил в одном из своих прошлых роликов. В прошлом ролике я забыл упомянуть, что вчера обновилась не только CS2, но и ее движок. Именно то, о чем я говорил месяц назад, когда в Dota 2 вышло что-то наподобие операции. Каюсь, большую часть жирных утечек я решил придержать для отдельных роликов с попыткой реализовать демонстрацию всего найденного. Более подробно можно почитать в посте моего телеграм-канала. И так как никто ее не обнародовал нигде, а на секундочку информации почти месяц, я решил на чиле создавать ролики. Пока потихоньку она не начала всплывать, поэтому сейчас вам скину все на голову. В файлах игры 23 мая начали усиленно удалять строчки кода, связанные с режимом Стража, он же полукооперативный режим, который встречался нам в миссиях операции. Вместо него появилось большое количество строчек, связанных с NPC, он же неигровой персонаж с искусственным интеллектом, прошу не сравнивать с ботом. И вы знаете, я не буду гадать, связан ли он с будущим кооперативным режимом, или же эти строчки принадлежат питомцам. Оставлю это на ваше усмотрение. Но исходя из утечек, у NPC будет свой кастомный скрипт для разработчиков, и возможно мы сможем взаимодействовать с персонажем, отдавая ему команды по типу стоять на месте или попросить следовать за нами. Также у них прописаны реакции: ожидающий, испуганный и высматривающий. С одной стороны, очень походят на заложников, а с другой стороны, в файлах игры лежали характерные анимации, которые очень походят под это поведение. Ну а также там есть возможное столкновение двух NPC, которые могут нападать друг на друга. И конечно же, возможность персонажа смотреть именно на вас. Даже появилась команда, которая вводит NPC в состояние стойки на месте, которая будет пристально следить за вами и поворачиваться всегда в вашу сторону. Следующая же утечка касается более продуманной физики ткани. Она же может быть элементом одежды по типу плаща, или же обычная ткань, которая накрывает ящики. Добавлены данные строчки не только ради красивой физики, но и для избежания глюков при столкновении одного физического объекта об другое. В мануале к редактору модели об этом также было добавлено несколько уточнений, и в нем же как раз таки засветились упоминания брелков на оружие, где гласилось, что для того, чтобы брелки нормально отталкивались от оружия, ему нужно создать отдельную оболочку. Ну а что касается самих брелков, помимо обычного упоминания в руководстве, также появились и упоминания в коде редактора модели и в коде клиента и сервера, что, понятное дело, намекают нам, что действительно над ними работают. Но и это еще не все. В коде редактора модели были замечены новые способы разрушения объекта, и предположительно это касается не какого-нибудь предмета по типу стекла, вазы или статуи на карте, а конкретно предметов, которые вы можете подержать в руках. Возможно, да и скорее всего
всего, данная механика уж больно похожа на разрушение щита из запретной зоны. Помимо этого, все в том же коде редактора моделей было обнаружено очень много упоминаний тех самых волос и, возможно, их редактирование. От количества волосяного покрова до объема самих волос. Но самое прикольное, что я обнаружил, так это новый способ добавлять внешний морф, то есть адаптивный. Чтобы вы понимали, морфы сейчас используют на всех агентов CS2. Благодаря ним они, собственно, и моргают. Но конкретно в данной находке есть некая связь реакции морфов на звук, что предположительно разработчики могут использовать в игре для движения рта у агентов в момент, когда вы говорите в микрофон. Да-да, возможно, вы уже видели такой прикол в других играх. Что ж, надеюсь, нам действительно посчастливится увидеть это и в CS2. Помимо этого, в библиотеках клиента и сервера была обнаружена новая категория экипировки – Custom Head, что отсылает нас на одежду в игре или просто кастомизацию персонажа. Если вы можете заметить, рядом находятся ранее уже заготовленные категории под нее. И на самом деле вся эта эпопея длится еще с CSGO. Ведь многие не знают, но абсолютно все модельки агентов заранее разделены на 4 категории. Это голова, торс, ноги и руки. И это очень хорошо прослеживается по текстурам персонажей. То есть, все с самого начала задумывалось под одежду. То они отказывались от этой идеи, то, возможно, вновь загорелись. К сожалению, нам неизвестно. Мы не можем залезть в голову разработчикам и узнать, что они конкретно планируют сделать. Все может быть не тем, чем кажется. Но в данной утечке, помимо новой категории, еще появился новый способ разделения мэшей на Body Collection, что становится достаточно весомым аргументом. Это также может указывать на будущие кастомные модельки оружий, а не обычные скины, которые предлагает на данный момент нам игра. Помимо всего перечисленного, в код игры было добавлено просто немеренное количество строчек, связанных с новой системой древовидного скриптования под названием Pulse. Из них мы можем узнать, что благодаря ей можно делать не только правила режима, но и создавать кат-сцены, которые можно использовать также в кооперативных режимах. И еще очень много базовых замен частично работающему Lua и V-скрипту в CS2. И всю данную информацию прошу воспринимать лишь как пищу для вашего размышления. Разработчики всегда могут передумать или как-то переработать свои заготовки. Нам, разумеется, неизвестно, выйдет ли какая-то часть из вышеперечисленного на 25-летие Counter-Strike. Но они действительно что-то готовят. Если, конечно, исходить из последнего ролика Рикуды. Кстати, обязательно к просмотру, и пересказывать его я не буду. Лишь могу сказать, что, видимо, некоторые работы мапмейкеров и скинмейкеров выбрали для будущего появления в CS2. Возможно, кстати, как раз таки на день рождения CS. Не факт, конечно, что будет операция, хотя мы не можем ни подтвердить это и не опровергнуть. Но какой-нибудь ивент-то должны замутить, иначе я просто не знаю, как разработчики будут отмазываться от хейта. И благодаря, кстати, ролику Рикуды осознал, что кое-что должен еще раз вам повторить. К сожалению или к счастью, я не являюсь датамайнером. Я много раз говорил, что я модмейкер. И так сложилось, что инсайдеров у меня как таковых нет. В связи с этим в некоторых прогнозах у меня бывают погрешности. Поэтому сегодня предположения оставляю вам. Надеюсь, что вы поделитесь ими в комментариях. На этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!